Добро пожаловать на Тора Хикари. Меня зовут Юна. И сегодня мы поговорим с вами о сено Meridionalis. Вот такие вот семена, довольно небольшие, но как и у энтада, оно имеет довольно твердую оболочку, поэтому нужно скарифицировать. У меня будет еще одно видео с энтадой. Вот, это я на ночь замочила, это вот сухие семена. Сейчас буду показывать вам разницу. Специально оставила. Вот показывать. Так, что тут у нас есть? Семечки маленькие, поэтому будет немножко сложно показать. Так как вот эти вот семечки, у них есть носик, здесь понятно, что вот здесь вот эта семечка крепилась в стручке. Как у энтады, это растение немножко похоже на акацию. И в стручке оно крепилось вот этим вот местом. Это место нельзя трогать. Здесь находится носик зародыша. Поэтому, если мы делаем скарификацию, этому растению нужно делать скарификацию, потому что если его не сделать, то процент схожести падает где-то наполовину. Скарификацию лучше делать алмазными надфилями. Это конкретно растение чуть помягче, чем энтада абиссиника или энтада, у которой вот семена как каштаны размером. Поэтому можете и наждачкой обойтись, или чем-нибудь попроще. Но все равно я, например, предлагаю надфили, потому что все остальное как-то очень плохо справляется. Что нужно знать? Там, где носик, мы не трогаем. Мы скарифицируем вот эту вот попку, вот эту часть кругленькую. Давайте сравним замоченное семя вот, и незамоченное. Видите, насколько у них разница по размеру. Вот так вот набухает хорошо скарифицированное семечко. Вот так вот примерно увеличивается размер. Для того, чтобы вы понимали, прошла ли у вас скарификация. Скарификацию делаете ровно до того момента, пока не увидите чуть-чуть отличающийся оттенок. То есть там кожица коричневатая, а внутри там чуть-чуть начинает проглядывать такой более светлый оттенок внутри. Сразу же останавливайтесь, у них кожица чуть тоньше, чем у энтады. Вот, останавливайтесь, замачивайте в теплой воде. Можно даже ближе там, к 60 градусам, 70. Делают и скарификацию в горячей воде, то есть не надфилем, а вот берут там, к примеру, кипятком заливают, и в кипятке она остывает. Но я, к примеру, не рискую таким образом делать, то есть это скарификация горячей водой, мне кажется, это немножко варварством, и есть риск сварить семена. Давайте посадим. Я подготовила субстрат, это кокосовый грунт. Я залила его кипятком, чтобы еще раз обеззаразить, хотя он, в принципе, идет в брикетах обеззараженный. И перлит. В данном случае перлита у меня чуть больше, то есть если обычно идет там 1 к 1, я смешиваю, то тут, наверное, 1 к 1,5, да, 1 к 2. Семечки укладываются, в отличие от энтады, чуть-чуть глубже, то есть мы чуть-чуть присыпаем семечки. Вот. Чуть-чуть присыпаем, даем расстояние между собой. Семена можно обрабатывать перекисью. В данном случае я что-то тупанула и не обработала. Такое бывает. Но будем надеяться, что у меня никакая грибковая ничего там не включится. Инфекция. Будем надеяться, что у меня хорошо обработанный грунт, хорошо обработанная тепличка. И ничего такого у меня не произойдет. Потом идет перевалочка в горшочке. Но, в принципе, следить за обновлениями я буду все показывать. Что делаем? Накрываем крышечкой, периодически проветриваем. Пока нет листьев, свет не нужен, но нужно тепло. Поэтому ставим в теплое место и периодически проветриваем. Следим, чтобы не завелась плесень. Температура желательно постоянная, больше 22-25. Можно до 30. Можно поставить на термоковрик. Вот. Но смотрите, чтобы не сварило вам корешки. Сено очень интересное растение. Забавные, можно культивировать формы. За счет обрезки добиваться довольно монструозных форм. Таких ломаных суставами, как у пауков. Таких вот очень интересные
как в тайваньской школе растений. Буду выращивать, буду показывать. 1 числа мы посадили, сегодня 3 число, и уже, видите, дало корешок, семечко. Вот 3 дня сенно. 4-й день уже поднялись росточки. Еще не всех видно, но половина уже поднялась из субстрата. Сегодня 5-й день, ростки поднялись, я уже открываю тепличку, поставила их под досветку, чтобы они не вытягивались, то есть уже убрала из теплого места и перевожу на открытие теплицы на досветку, чтобы они не вытягивались. Теперь они уже начинают фотосинтезировать. Одно семечко у меня не поднялось, и оно, скорее всего, не поднимется. Оно изначально было такое немножко дефективным. Вот оно вот валяется. Изначально оно было такое немножко жовное такое. Я думаю, что оно и не поднимется. Вот, я его потом уберу. Ну вот 3 штуки у меня такие очень бодренькие, толстенькие. Вот, смотрим дальше. Сенно, 8-й день. Выглядит как-то так. На досветке. На ночь закрываю крышкой. Вроде хорошо выглядит. Я уже сняла шкурки. Вот у этой немножко странно выглядит, но посмотрим, как будет расти. У нас прошло где-то 11 дней. Так вот выглядят наши росточки. Уже открылись вот семядоли. И там начинают проступать вот новые настоящие листики. Они немного вытянулись. И так как у меня не глубокая тепличка, нужно пересаживать в более глубокие горшочки. Я вот, как обычно, половинки из-под чипсов использую. Делаю дренажные отверстия в банке и на середине вот для аэрации. Буду сейчас делать перевалку, потому что у сенны и у энтады на начальном этапе закладки каудекса очень сильно прет стержневой корень вниз. И чтобы дать развитие в ширину, нужно не останавливать это движение вниз. Поэтому нужно дать где-то 12 сантиметров глубину горшочек на старте. Потом уже можно брать плоскую плошку и сажать, раздвигать вширь корни, но на старте нужно дать длинную плошку обязательно, иначе остановится рост и будет вытянутый, ну, тонкие будут стебли. Вот, поэтому мы сейчас по-быстренькому пересаживаем горшочек поглубже. Вот, начнем с какого-то одного, остальные я не буду показывать, сама уже пересажу. Вот, я на дренажное кладу лаву, как обычно. Вы можете использовать керамзит, можно положить крупный перлит. Кокос мелкий. Кокос более крупный, просто чтобы тренировать корешки. Я такая молодец. Посыпала перлит. Перлит для дыхания и тренировки корней. Все это увлажняю пульверизатором, потому что мне не нужен прям сильно влажный грунт. Вот, он просто должен быть, ну, влажным, но не мокрым. Он не должен пылить, просто должен быть влажным. Для равномерного увлажнения в данном случае пульверизатор хорошо подойдет. Еще немножко перлита добавить.
И отсюда мы берем с грунтом, чтобы не повредить свежие корешки. Прям зачерпываем как есть. Оп. Делаем перевалку. Так, смотрим, как она выглядит. Там вот корешки немножко видно. Сильно не заглубляем. Примерно на том же уровне засыпаем, чтобы было. И плюс к тому же, так как горшочек более высокий, у меня сейчас растение окажется ближе к лампе и перестанет так сильно вытягиваться. Потому что мне кажется, что ему чуть-чуть света не хватало, потому что сенная, она такая светолюбивая. И довольно много надо света. Поэтому мы ее сейчас как посадим, она окажется повыше к свету и будет ей, я думаю, покомфортнее. Так, я ее сейчас чуть-чуть приподниму и центрирую всем комком. Все. Купол ей уже не нужен. На 11-й день сеянцу. Сильно поливать не нужно. Следим просто, чтобы была слегка влажная земля, не пересыхал верхний слой, и этого достаточно. Вот. И в ближайшее время оно так и будет у нас находиться. Все. В ближайшее время этому горшка будет достаточно, пока не разовьется растение. Дальше будем уже формировать саженец. Так что можно считать это первичной пикировкой. Ее можно делать довольно рано, как видите, потому что у сенной очень быстро начинает стартовать корень. Вот, остальные семена у меня точно так же буду сажать. Покажу единственное, что вам такой вот нюанс, что вот у меня одно семечко, видите, ой, господи, как показать так, семидоли коричневые. Почему это произошло? У сен довольно жесткая оболочка, и она плохо сходила. Я ей помогла, конечно, но все равно довольно сильно она сжимала семидоли, и я ее, наверное, чуть позже сняла, чем надо. Я ее размачивала водой и снимала, но все равно она чуть-чуть прижала ей семидоли, и они вот потемнели. Но ничего страшного, видите, там внутри видно, что пойдут новые листочки. То есть даже если у вас потемнели листики, лучше сразу не выкидывать растения, дать ей шанс. Даже с плохими семидолями они могут потом отсохнуть, отвалиться, но если росток сохраняет такую вот упругость, то все нормально. Можно дать ему шанс. Вот. Так вот. Так что все нормально, он такой жизнеспособный. Вот. Остальные посажу уже сама. Вот, 31-го мы замочили семена, 1-го посадили сенну. Вот уже настоящие листики у сенны. Это тот, у которого были семидоли попорчены, но листики уже пробиваются, скорее всего, выживет. Вот второй вот листья семидоли. А вот это уже истинные листики пошли. Там антада абиссиника. А вот это вот сенна. Вот так вот выглядит. Хорошо себя чувствует. Посмотрим, как будет дальше расти. Дальше уже буду показывать формирование каудекса и так далее. Будет 3 разных формирования ствола.